Всем привет! 12 октября 2024 года, Минская область, Пуховический район. 2 недели меня не было на даче. Оставил тут буквально парочку гроздей на участке. Но это у меня Аркадия, такой посынковый урожай. Я его даже как-то и не заметил. Но он и сел, я его оставил. Ну, смотрите, он, кстати, висит. Ну, чуть-чуть где-то что-то подгнило, но ягодка плотная, прочная. Ну, смотрите. Висит, в принципе, неплохо. Единственное, что в этом году у меня Аркадия, она очень была плотная. Из-за этой плотности были проблемы. Как бы она никогда не страдала плотностью, поэтому я ее никогда не подстригал, не прореживал. Если бы я знал, то надо было это сделать, потому что внутри ягоды были квадратные, и они потом начали отслаиваться у них от плодоножки. И они такие поврежденные висели, ну и были проблемы. Они очень мягковатые стали, их надо было срочно срезать. Но в принципе, по этому году все шикарно, но кое-что надо было, наверное, как-то предугадать. Не всегда, конечно, это получается, потому что сортов более-менее хватает. Ну, не бог весь сколько, но все-таки для меня немало. Самба тоже оставил, смотрите, маленькая гроздочка. Висит вообще шикарно. Самба, вот она вроде бы такая, не особо по вкусу, скажем так, и по внешности. Но она грамм 700 гроздочки дает. Висит хорошо, не болеет. В принципе, для ассортимента вполне себе может. Ну, особенно у кого мало сортов и не капризный. В принципе, самбо тому, я думаю, даже очень зайдет. И сейчас покажу, еще одна гроздочка есть. Вот, смотрите. Она у меня там как-то спряталась вот так вот. Ну, это довольно крупненькая. Но она вся целая. Ее осы не едят. Гнили никакие не берут, не заизюмливается, не завяливается. Она висит хорошо. Ну вот на сегодняшний момент, середина октября, смотрите, можно еще что-то даже покушать из винограда. А вон, кстати, пасынок еще даже не заметил. Но этот уже не созреет. Ну, кое-где проскочило, потому что пасынковых гроздей было очень много. Я много снимал, но где-то что-то проморгал. Ну вот еще один кандидат, смотрите, Юпитер, кишмиш. Вот тут что-то немножечко подвяливается. Крепенький, хороший, заизюмливается кое-где. Я уже все поснимал урожай, изюм из него сделал, что-то поели, что-то изюм. И оставил 2 гроздочки посмотреть. Птицы склюют, сгниет, что с ним станет. Да ничего с ним не стало, кстати, смотрите. Гроздочка немалая, можно выращивать, очень хороший. Ну, правда, побаивается милдю. Ну, так не сильно, но имеет место быть, поэтому нужны обработки, нужно следить, конечно, чтобы милдью не было. Ведет себя хорошо вообще, шикарно. Можно оставлять по 2, по 3 грозди на побег, все вытягивает, все хорошо. Ну, только в моем случае терпкость немножечко присутствует. Сейчас, кстати, у него не такой ярко выраженный вкус, я уже попробовал, и терпкости почти нет. Ну, на вкус, по мне, на вкус очень даже неплохо. Ну, вот еще одна гроздочка, тоже маленькая. Оставил буквально 2. Потому что знал, что пока много и есть особо не хотелось, думаю, хоть что-то оставлю, вдруг потом, когда виноград закончится, вот 2 недели меня не было, у меня уже там, по сути, осталось 1-2 грозди, вот как раз соберу, будет свеженький с кустика. И довольно много оставил мускат Блау. Ну, реально винограда было много, поэтому думаю, этот, по идее, должен висеть. Его особо тоже никакая зараза не берет. Единственное, что стали осы его грызть. Раньше я такого за ними не замечал. Сейчас грызут осы, причем активно. Вон, смотрите, прям напали. Ну, для середины октября, я считаю, шикарный результат. В мешочке не хотел прятать, чтобы не погнили, потому что дожди были. Так что еще на покушать что-то будет. Маленькие плюгавенькие ошметки от атоса. Его осы доедают. Ну, такие маленькие, просто даже было влом их собирать, честно говоря. Такое недоразумение какое-то. В этом году не знаю, что с атосом пошло не так. Короче, он себя не очень хорошо мне ведет. Хотя, по сути, он урожайный, гроздь должна быть крупная, но что-то пошло не так. Будем изучать. Хотя, честно говоря, ничего у него выдающегося во вкусе нет. Если вдруг будет капризничать, пойдет под топор, ничего страшного, сильно жалеть не буду. Как бы есть кандидаты на замену, если что. По вызреванию лозы, вот смотрите, самый проблемный по вызреванию подарок не святая. Лоза вызрела, с бубнами пришлось поплясать, его покормить калием, конечно, активно. В общем, на урожай уже натянуло, потому что я переживал, что буквально пару почек как-то маловато, кусту уже прилично лет.
Именно была проблема с созреванием лозы, но урожай будет. Вообще в этом году с вызреванием лозы проблем не должно быть, потому что, смотрите, листва до сих пор на месте. У нас бывает в 20-х числах сентября заморозок как лупанет, и все бьет листву. В этом году у нас очень все неплохо. Листва есть, вызревание еще продолжается, отток питательных веществ идет в корни, так что, ну, пускай идет своим все ходом, не будем ему мешать. Гелиос или Аркадия розовая. Кстати, вот 2 недели назад я снял грозди, они уже созревшие были. Немножко я ее хаял, что она поздноватая. Но при таком лете она все-таки созрела. Неизвестно, как дальше будет себя вести. Но, во всяком случае, когда я ее привез на день рождения, у меня был день рождения, кстати, спасибо тем, кто меня поздравлял в соцсетях и по вайберу. Очень было, кстати, приятно. И в инстаграм писали. Молодцы, спасибо. Круглая дата, юбилей 50 лет. В общем, положил на стол это все. Очень всем понравилось. Прям все в восторге были. Поэтому, ну, пока, наверное, подержу. Посмотрю, как дальше будет себя вести. Хотя, вон какие-то были повреждения. Ну, посмотрим. Если что, мы его рукавчик заменим. Так что, ну, подержу еще годик, посмотрю, как он дальше будет себя вести. Но все-таки, наверное, поздноватый для наших регионов. Ну и вставлю видео 2-недельной давности, что было у меня 2 недели назад. Я его на мобильный снимал, качество там не ахти. Поэтому, кто захочет, смотрите, кто не захочет, можем на этом попрощаться. Поэтому вставлю видосик. Посмотрите, как было 2 недели назад. В конце сентября, начале октября. Все, всем пока. Всем привет. 27 сентября 2024 года, Минская область, Пуховический район. Последняя парочку гроздей, которых я оставил буквально побаловаться на десерт, осталось. Потому что на днях у меня юбилей. Решил все-таки гостей надо немножко угостить. Буквально 4 гроздочки самбы осталось. Аркадия, смотрите, в какой уже цвет превратилась. Вообще вся конопатая. Сладкая. Ну, буквально несколько штучек там уже осы доедают явно. Где-то что-то подгнило. У нас, в принципе, дождь пошел, поэтому, возможно, где-то и треснуло. Хотя нет, вроде бы дождя нет. Это ближе вот к плодоножке кое-где. Скорее всего, гроздочки очень плотные были и немножко выдавило несколько ягод. Я такое заметил в этом году, потому что раньше у меня не было таких плотных гроздей. Ну и такого треска не было именно у плодоножки. В этом году такое есть. Вот еще одна гроздочка, смотрите. Ну вон, видите, муравьи там подъедают потиху. Вон еще на пасынке я даже не заметил ее. Ну и все, лоза, кстати, на Аркадии, смотрите, до самых кончиков. Кое-где, я смотрю, вон аидиум поприхватывал. Ну, я монофосфатом обрабатывал. По идее, он его и прижег. В общем, на урожай следующего года у меня по-любому вызревшей лозы хватает. У меня тут такая арочка была, я ее уже тут прочеканил полностью в прошлый раз. И вот у меня в таком все виде аркашка вызревает у меня нынче просто шикарно. Гелиос, который дал вот сигналки, смотрите. Буквально тут 4 сигналочки. Ну, все-таки я считаю, он не для нашего климата, я это уже говорил. И он буквально только-только созрел. Но надо учитывать то, что в этом году лето как никогда жаркое. Поэтому Гелиос только теплица. Но лоза при этом уже вся вызревшая. Сниму сегодня или завтра эти гроздочки уже. Кстати, хотел показать подарок Нецветая. Лоза вообще не хотела вызревать. Вот сейчас приехал. Ну, вызревает. Процесс пошел. Где-то лучше, где-то хуже. Ну, в принципе, уже на урожай, я думаю, что-то будет. Но при этом, кстати, он все-таки какой-то болючий. При всех стандартных обработках он все равно умудряется прихватить немножко. Вон и аидиум на нем есть. И милдзю там было. Но это на молодых в основном листьях все. Потеряшка лора, смотрите, вообще безобразие, конечно. Она некрасивая стала. Она уже вон сморщенная вся. Это одна гроздочка осталась. Я ее просто оставил. Посмотреть, что из нее будет. Ну, долго не висит на самом деле.
Лист он стареет, уже все нормально. Это еще парочку гроздей осталось у меня Юпитера. Тоже буквально оставил, чтобы приехать, так немножко полакомиться. Потому что, ну, скучновато. Потому что, смотрите, как выглядит. Уже бедненько так. Ничего не осталось. Как бы глаз не радует. А так гроздочки радовали глаз. Ну и мускат Блау. Тоже вот несколько гроздей осталось. Вот он, кстати, висит вообще шикарно. И кожица уже такая жующаяся стала. Так что, в принципе, я его и оставил чисто так вот. Когда уже кушать будет нечего, будем баловаться мускатом Блау. В принципе, даже сейчас заценю, что там по вкусу оно. Мускат не ушел. Шикарно. Красота. Мне нравится. Переживал насчет спонсора. Ну, это сигналочки, понятное дело. Переживал, что не созревает в моих условиях. Созревает. Ягодка вкусная. Мускат бомба. Так что я буду надеяться, что будет себя вести хорошо. Но для сигналки, конечно, сигналка не показатель. Но все-таки все нормально. Сигналка красавы. Смотри, какую красоту выдала. Так, муравьишки там подгрызли немножко. Ну, такая ягодка красивая. На вкус, правда, ничего необычного. Она простая. Но, в принципе, висит хорошо. Кстати, очень хорошо держится. Кстати, терпкость присутствует. И косточка пока светлая. Темнеет. Но, опять же, сигналка не показатель. Посмотрим, что будет в следующем году. Лоза вызрела хорошо. Так что на следующий год уже снормирую и будем смотреть, как она тянет нагрузку. Атос тоже пока еще висит. Смотрите. Ну, в смысле висит. Ну, такие вот плюгавенькие. Раз, два, три, четыре. Если это можно гроздочками назвать. Ну, такие ошметки. О, видите? Осы. Прямо гнездо там свили. Там их было раз, два, вылетел. Вон еще третья сидит. По-моему, они там вообще уже отложили свои личинки. Капец. В общем, по поводу лозы я уже беспокоиться не буду. Лозы у меня везде повызревали. На урожай в любом случае будет. Ну, на черенки будет, не будет, покажет время. Когда у нас ударят заморозки, успеет ли много лозы вызреть, потому что много чего заказывают. Но я не уверен, не знаю, насколько у меня много будет черенков или немного. Вот такая картина на 29 сентября. Уже почти октябрь. Ягодки, в принципе, довисели. Что-то заизюмилось, что-то более-менее. Что-то конопушками безобразными покрылось. Ну, в общем, результат есть. Есть, кстати, ну, я уже поубирал. Птички поклевали немножко. Видны такие вот, как отверстия. Можно побаловаться. Единственное, чтобы прошел дождь, приходится срезать влажноватый виноград, потому что в ближайшие 2 недели я здесь не появлюсь. И как поведет себя погода, одному Богу известно. Ну, в любом случае, все уже поснимал. Буквально еще по одной где-то гроздочке я оставил. Самбо вон маленькая гроздочка. Вон еще маленькая. Ну, не маленькая, здесь покрупнее гроздочка. Ну, оставлю, пускай будет. Она как-то висит очень хорошо и красиво. Бывает, что даже когда лист опадет, приходишь, и, в принципе, ягода висит. И вкусная, и сладкая. Поэтому вот по гроздочке так поставлял. Пишем комментарии. Как у вас обстановка? Явно у вас что-то где-то тоже заныкалось. Какие-то гроздочки. Поделитесь мнением в комментариях. Все, народ, всем удачи, пока.